Что вы видите на этом фото? Отчаяние, потерянность, обиду. Представьте себе мужчину, который выиграл в лотерею, а потом пришел домой, а весь его дом сгорел. Семья сбежала, а потом и лотерейный билет оказался проигрышным. Вот нечто подобное, на мой взгляд, демонстрирует лицо Луки Модрича, пока он держит награду лучшему игроку матча. Матча, который он, казалось, вырвал для сборной Хорватии, но который стал его последним. На турнире или в целом в сборной этого, думаю, на этом фото не знает даже сам Лука Модрич. Вся его жизнь — это такие качели. Он начинал играть в футбол в убежище на вот этом асфальте, пока по его дому стреляли. Но он выбрался и попал в академию. В академии в него тоже не верили, от него отказался Хайдук, Динамо отправила его играть в Боснию. Но он выбрался, и уже потом были Загреб, Тоттенхэм и Мадридский Реал. Лука Модрич сделал очень многое для того, чтобы мадридский Реал установил свое правление в Лиге Чемпионов. И забавно сейчас вспоминать, что вообще, когда Лука приходил в мадридский Реал, испанские газеты все трубили, что ой, это, возможно, самый провальный трансфер, на кого Реал тратит свои деньги. Ну вот, а как оно все оказалось? Хорваты предпочитают делать вид, что этого не было, но они писали ужасные оскорбительные граффити в адрес Модрича, когда история со Здравко Мамичем и его схемами вышла в свет. Граффити против Мамича остались, граффити против Модрича были закрашены. Но оставленные шрамы не закрасишь, и все это сильно испортило репутацию Луки. Прямо в тот момент, когда он вел, возможно, величайшую хорватскую сборную к финалу чемпионата мира 2018 года и один из лучших мадридских Реалов к победе в Лиге Чемпионов. Вся карьера Луки Модрича такая. Она красивая на бумаге, один из лучших игроков Реала, золотой мяч, невероятные успехи сборной Хорватии. А за кулисами войны, скандалы и тонны хейта. Он прошел весь тот же самый цикл в течение одного матча. Радость, отчаяние. И вот после этого это фото с бесполезной жестянкой. За 33 секунды матча он успел получить лучший шанс вывести свою сборную в плей-офф, потратить его и все же стать героем момента. Лишь для того, чтобы потом это все у него отобрали. Великое хорватское поколение заканчивает свой путь в сборной, хотя, учитывая примеры спортивного долголетия в современном футболе, кто его знает, может быть, Лука Модрич, ну, по крайней мере, решит задержаться до чемпионата мира. Он должен продолжать, он не может закончить так. Помните первые полгода этого последнего сезона Луки в Реале? Роль запасного, раздраженные взгляды со скамейки и осознание того, что спустя 12 лет в клубе ты уже не являешься значимой частью его успеха. Все очень просто. Лука Модрич стал ролевой моделью для Джуда Беллингема, для Феда для нового центра поля мадридского Реала. Это, если позволите, такой играющий тренер, но все еще играющий на самом высоком уровне, потому что были матчи, в которых Лука выходил и добывал победу для Реала и переворачивал игры. Он, как обычно, встал, отряхнулся и пошел дальше делать то, что может лучше всего – играть в футбол. На асфальте отеля для беженцев, на базе Динамо за 1000 евро в месяц или на Сантьяго Бернабеу, неважно. Главное – играть в футбол. Он от этого кайфует, и кайфует настолько сильно, что, видимо, получит новый контракт от Реала еще на год, когда казалось, что его дорога будет такая же, как у завершающего карьеру Тони Кросса. Лука Модрич
он будет играть все-таки чуть больше, возможно, чем в прошлом сезоне. То есть он теперь заменит Кросса, он заменит вот эту роль лидера, он теперь станет единоличным лидером для этой команды. И, мне кажется, это важно было для Модрича понимать, что не только Тони, а Тони Кросс собрал все лавры, мне кажется, прошедшего сезона. Вот теперь такой last dance для Луки Модрича. Plastic bars from a copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. Plastic bars from a copy my steel. За этим уставшим лицом, на котором виднеются морщины, скрывается абсолютно заряженный на победу мальчуган, которому по-прежнему просто хочется играть и побеждать. Неважно где, неважно как, и неважно какая тварь в этот момент бомбит его дом или забивает гол, который лишает его сборную шансов на выход в плей-офф. Эта сборная Хорватии не заслужила Модрича. Она медленная, туповатая и просто некрасивая. И если Лука решит, что на этом стоит остановиться, то мы все его поддержим, и мы просто не будем вспоминать эту страницу его игры за сборную. Но если он захочет доиграть, досиять и дотерпеть до чемпионата мира, то он сможет. Его не остановили войны, не остановили скандалы, не остановила даже ненависть тех, ради кого он готов натурально умирать на поле. Возраст и шальной гол Закани уж точно не собьют его с колеи. Andando a segnare un gol dopo esserti fatto pagare, dopo che ti sei fatto pagare un calcio di rigore, e volevo solo dirti questo, vorrei pregarti di non smettere mai, perché sei uno dei più grandi calciatori che mi sia mai stato dato di commentare. Grazie. Ja bi volio da mogu igrati vječno nogomet, ali sigurno će doći taj trenutak da ću morat stati. Tako da, ali još ću nastaviti, ne znam koliko, pa ćemo vidjeti, ali hvala stvarno na lijepim riječima. Что вы видите на этом фото? Я вижу человека, который еще не закончил. Он отстроит дом, он вернет семью, и он ограбит все ваши чертовы лотереи, забрав свое.